Всем мерхаба, это канал не местные. И местные. Сегодня мы поговорим с жителями Стамбула о том, как лучше бронировать отели, а главное, где в Стамбуле, как они проводят свои выходные дни и о многом другом. Поехали! Like Russian people. President Erdogan. Стамбул очень большой город, имеет множество районов и огромное количество отелей. Как же здесь выбрать жилье и какие цены? Давайте покажем вам на примере букинга, на что обращать внимание и какие параметры помогут вам в поиске. Но очень важный момент. Вы можете забронировать только находясь за пределами Турции, потому что в самой Турции букинг официально не работает. Можно зайти, используя VPN, но, сами понимаете, официально это неразрешенный метод, поэтому смотрите сами. Такая возможность есть, но можете заранее забронировать там, где букинг работает. А давайте посмотрим на то, какие есть цены. Возьмем сутки, чтобы понимать цену. Стамбул. Найти, например, на 2 взрослых без детей. А на что стоит обратить внимание? Давайте во вкладку «Карта» пройдем и увидим здесь районы Стамбула. Не будем говорить про большое количество, скажем про основные районы, где останавливаются чаще всего туристы. Это район Фатих. Чем он привлекателен? Тем, что здесь находится большое количество достопримечательностей. Здесь также есть площадь Султан Ахмед. Иногда этот район так и называют. Район Султан Ахмед. И вот здесь большое количество отелей. Мы видим цены. Это цены, напоминаю, за сутки. И разбег здесь такой очень большой. Я думаю, вы сможете найти по любым вашим пожеланиям. Давайте посмотрим. Вот, например, район, где поближе, ко всем достопримечательностям. Вот есть за $50 в сутки. В целом номерной фонд разный. 2-местные, 3-местные. Давайте посмотрим, что они здесь предлагают. Цены вот здесь, например, цены у меня максимальная скидка, поэтому цена может быть чуть подороже. Но примерно будет такая. 8,7 рейтинг. И здесь мы смотрим отзывы. Обращаем внимание на какие-то моменты, которые могут показаться нам важными. То есть район Фатих – это такой исторический район, он даже в границах древнего Константинополя. Здесь же как раз-таки Айя София находится. Далее, другой популярный район, именно в европейской части тоже, это район Бейоглу. В этом районе также есть достопримечательности, это Галатская башня, это пешеходная улица Истикляль. И здесь мы видим, цены начинаются даже за $47, 36 даже мы можем найти. Давайте посмотрим, 47. Галата, в принципе, очень даже приятный номер. Вас удивит, наверное, что это не огромный небоскреб, там свыше 40 этажей, в Стамбуле очень много отелей именно такого формата. Это невысокие здания, там очень маленький номерной фонд, и вообще этот дом соединен с другим домом. Это особенность Стамбула, и на самом деле это его колорит, и я бы даже сказала его преимущество. Потому что мне, например, это очень понравилось. Давайте посмотрим. Вместительные, есть дополнительное место, где-то даже есть террасы. Вариантов много. Дальше есть район Шишли. Тоже популярный район, потому что недалеко от Бейоглу можно даже дойти пешком. И здесь также везде есть метро. Вы можете спокойно добираться с одной части Стамбула в другую на метро. Это очень удобно. В районе Шишли мы также видим $42, $62, 75, цены разные. Давайте посмотрим, $58. Фатих Корнер. Так. Шведский стол на завтрак. Это, кстати, тоже все обязательно смотрим и учитываем. Если вы знаете уже, какой хотите конкретный район, какие вам нужны удобства, какие вам нужны условия, вот здесь я уже рекомендую идти в фильтр
и настраивать четко под ваш запрос. Например, бюджет на одну ночь мы можем регулировать до $100. Здесь вот есть у вас сокращенно популярные фильтры, но мы можем идти и ниже, и уже докручивать прям максимально под себя. Оценка объекта, тип размещения, отели, дома, апартаменты. Раскрываем, на самом деле выбор большой, гостевые дома, проживание в семье, даже такое есть, представляете? Количество спален, удобство, расстояние от центра города. Тоже важный пункт, часто им пользуемся, если в конкретном районе хотим еще и, например, расположение от центра. Далее питание. Это может быть как завтрак включен, завтрак и ужин, или, например, вообще собственной кухни. Тоже удобно. Так, дальше ищем, если это сеть отелей, например, какая-то известная, да, если мы хотим. Здесь это тоже все выбирается. Вот, оценка – это то, что используем мы. Мы выбираем очень хорошо, 8+, и превосходно от 9 и выше. Дальше, что нас интересует? Удобство в номере, здесь как бы смотрим уже мы, например, именно в самом отеле. Выбор кровати. Вот здесь можно не ставить галочку, потому что, чтобы не отсеять те отели, где, например, двуспальные кровати, но при выборе, при броне вы можете указать, какая кровать вам нужна. То есть вот здесь мы не ставим, если мы понимаем, что номер только с 2 односпальными кроватями, мы идем дальше в бронировании. Если нет предложения выбрать, то мы, соответственно, можем сделать назад и пойти искать другой отель. То есть мы вот этим пунктом не сужаем себе поиск. Вот район. Очень интересный такой пункт, который помогает вам выделить исключительно те места, где вы хотели бы жить. Вот, например, европейская страна. Есть вариант Стамбул, центр города. Фатих, вот, например. По рейтингу любимый район гостей, но здесь тоже можем поставить это как вариант и уже потом смотреть по карте, а что это за любимый район гостей, да, потому что здесь у нас не отмечено. Смотрим, вот есть азиатская сторона, пишут вообще по-разному, например, можем выбрать Беоглу и также выбрать Галата. Галата также относится к Беоглу, но вот кто-то ее выделяет еще и отдельно, прям прописывая в районе Галаты. Раз это есть, значит мы это выбираем. Так, здесь все районы огромное, просто их количество, вот, например, Шишли, то, о чем мы с вами говорили, да? Здесь, кстати, наверное, еще может быть Султан Ахмед. Вот, да, видите, старый город Султан Ахмед. Вот выбираем это тоже, потому что, как я и сказала ранее, район Фатих также называют еще и Султан Ахмед. И вот как раз-таки по отдаленности к достопримечательностям. Здесь тоже можем выбрать, но это уже такой пункт на любителя. Нам достаточно района, нам достаточно рейтинга. И, например, вот завтрак. Это тоже архиважно, потому что если мы сделаем завтрак, уберем вот этот вот завтрак включен, то огромное количество отелей без завтраков нам это не нужно, например. Делаем показать результаты. Все, мы выбираем теперь по нашим параметрам. Нам показывается только в тех районах, которые мы выбрали, только по тем параметрам, которые были заданы нами. Вот, и, соответственно, уже можем смотреть все варианты. Вот опять-таки, да, невысокий. Тут вообще 3 этажа. Классно. Прям вот очень по-стамбульски. Такие номера. Можем даже перепроверить, например, наш параметр. Находится он, Султан Ахмед, старый город. И когда мы выбираем номера, мы видим, что завтрак входит в стоимость. Это то, что мы указали. И вот видите, опция 1 – 1 двуспальная кровать, опция 2 – 2 односпальные кровати. Это то, о чем я как раз-таки и говорила. Что, в принципе, в фильтре можно это не выбирать. Потом в дальнейшем, заходя уже в сам отель, в карточку отеля, мы уже это все можем регулировать. Есть варианты дороже здесь же, да, более улучшенные номера, либо это трехместные номера. Выбор огромный. Если не понимаете, например, зашли в карточку, не понимаете, а где же это точно находится, нажимаем сюда на карту, и вот вам точное расположение. И то же самое, например, в Беоглу. Сейчас за 36. Так, собственно, вот. Это же такое разделение. Весьма приятно. Есть кухня. Ну и обязательно, конечно, обязательно смотрите на отзывы. Например, рейтинг может быть и 10, и 9, и 9, но, например, там 1 отзыв или 3 отзыва. Понятно, что это 10 или 9 не объективные, потому что 3 отзыва, мы же не знаем, может, это 3 сотрудника отеля написали. Поэтому смотрим количество отзывов, что именно там пишут. Плюсы, минусы, что понравилось, что не понравилось. Видите, люди пишут прям развернуто на самом-то деле.
Даже кто-то фотографии прикладывает. Вот какой был завтрак. Так что здесь в букинге есть вся информация, которая вам нужна. В принципе, можете даже вот так прокрутить их все. Ну вот, видите, какой-то высокий all season. Угу. Очень необычно. Ну и азиатский район, конечно, тоже интересный и своеобразный. Самые популярные — это Кадыгой и Усть-Кудар. Там тоже можете посмотреть жилье, сказать, что оно там дешевле, чем в европейском районе. Ну, я не могу, потому что когда мы искали, в целом плюс-минус цена была такая же. Ну, может быть, разница там 3-5 долларов за ночь. Идем назад. Ну и, собственно, вот так. Кто может рассказать про отели лучше, чем владелец гостиничного бизнеса? О том, как выбирать жилье, как изменилась Турция за последние 10 лет и о многом другом мы поговорили с Угуром, владельцем отеля в самом аутентичном районе Стамбула. Представьтесь, пожалуйста. Кто я? Да, кто вы? Я тот, кто занимается туристическим бизнесом с 7 лет. Сейчас мне 52, и я занимаюсь отелями. Это мой отель, Pemba отель. И работаю с туристами. Мы жили здесь, он очень хороший. Прекрасный отель, нам понравился. У него хорошее расположение в Стамбуле, в самом центре, историческом центре. Точно. Это то, что нам понравилось. У нас есть несколько вопросов для вас о Турции и Стамбуле. Окей. Первый. Мы знаем, что Стамбул сильно изменился за последние 10 лет. 10 лет назад он был одним, а сейчас другой. Как именно он изменился? Вы имеете в виду изменения в туризме? Может быть, о том, что Турция стала сильнее и влиятельнее? Да, и в экономике. Хорошо. Сначала период правления президента Эрдогана, когда он пришел к власти, он создал свою партию с 2000 года до сегодняшнего дня. Я могу сказать вам, что за 24 года Турция очень изменилась экономически, в технологиях и во всем. Вся Турция? Конечно. Я бы сказал, например, за 24 года правления Эрдогана страна изменилась так, как другие меняются за 100 лет. Потому что сейчас он очень популярен. И не только в Турции. Это мой отель, и я управляю им с моим сыном. Это фамильный бизнес. И когда он закончил школу и вернулся с армии, он начал работать со мной. И работает со мной. И сейчас я много путешествую по всему миру. Он известен не только в Турции. Президент Эрдоган. Когда я был 3 месяца назад, я был в Сингапуре, Малайзии, Таиланде. Поверьте мне, в этих местах эмиграции, а это было время выборов, и люди говорили мне, когда видели мой турецкий паспорт: «Храни Господь президента Эрдогана, потому что он очень популярен во всем мире». В частности, за то, что он лидер. Люди со всего мира наблюдают за ним. Лидер ислама. Он очень популярен. Я могу сказать, что благодаря ему Турция очень сильно поменялась, и это хорошо для Турции. Да, мы видим это, и много людей говорят те же самые слова, что и вы. Здорово. И о туристах. Из каких стран чаще всего приезжают в Стамбул? Например, те, кто останавливаются в вашем отеле. Могу вам сказать, это зависит от времени, до пандемии или после. После пандемии. Сейчас у нас отличные отношения с Россией. Россия и Азербайджан.
Россияне, россияне из других стран, Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан и много людей едут сюда сейчас. Первые по численности Россия и узбеки, казахи, французы, итальянцы и из арабских стран, например, из Саудовской Аравии, Кувейт, Катар, со всего мира. Каждый год может что-то меняться. Например, 3 года назад, во время пандемии, все люди сидели дома. Через 3 года люди долго терпели. И сейчас Турция очень популярна, как 5-6 лет назад, до пандемии. А после пандемии, то есть сейчас Турция очень популярна. Почему Турция так популярна? Не только потому, что цены низкие, но и благодаря вкусной еде, привлекательным ценам, достойному сервису и культуре. Очень многогранно, потому что в пределах Турции вы можете найти все. Когда вы отправитесь в Восточную Турцию, Северо-Восточную Турцию, Южную Турцию, Западную Турцию, куда бы вы ни поехали, у них у всех разная культура, разная еда. И это также для людей, которые что-то ищут. Например, почему возвращаются туристы? Если вы едете в Европу, в Италию, Францию, Германию или еще куда, вы найдете только романскую или византийскую культуру. А Турция – это ворота мира. Врата мира. А почему ворота мира? Мы находимся посередине, и мы единственная страна, которая соединяет Европу и Азию. Благодаря Эрдогану? Да. Вы упомянули цены, низкие цены. Но я не согласен, потому что цены поднялись в Турции за последний год. Почему? Мы были в турецком Трабзоне в прошлом году. Цены были ниже в 2 раза. Но сейчас цены выше, нам на много вещей. Почему? Потому что это нормально. Почему нормально? Я уверен, вы уже побывали во многих странах перед Турцией. И когда страна становится популярной, все, связанное с туризмом, становится более дорогим. Это нормально. К тому же, это дорого не только для туристов. Не поймите неправильно, я не из тех людей, кто будет это делать специально для туристов. Для местных жителей цена такая же. Это из-за того, что на нас оказывается большое давление. Большое давление такое же, как и на россиян. На Россию. Почему у нас сейчас инфляция и кризис? Потому что американцы, европейцы, они давят на президента. Они хотят получить контроль над Турцией. И когда мы не слушаем их, они производят денежные манипуляции. Например, доллар дорожает с каждым днем. Это одна из политических хитростей, чтобы заполучить контроль над Турцией. Но Турция, я имею в виду Эрдогана, не слушает их, потому что все, что они хотят, это ослабить. Как празднуется Новый год в Стамбуле? Наше празднование, имеете в виду религиозное? Много празднований, например... Рождество или... Нет, мы мусульмане, мы не отмечаем Рождество. Мы отмечаем Новый год. Новый год. Да. Мы отмечаем здесь Новый год. В Турции 80 миллионов жителей, 80-85 миллионов, и у нас есть все виды религий в стране. Во-первых, это мусульмане.
Также евреи, армяне, христиане. И у нас все живут в мире и знают каждую проблему. Как вы видите, даже в окрестностях поблизости вы видите, как много церквей тут, около 15 или 20. Армянская церковь Патрика рядом с протестантской. Протестанты и православные, у нас есть все. Вы все можете увидеть. Могу вам сказать, что в Турции у нас нет никаких религиозных конфликтов. Мы ко всем относимся с уважением. И они все одеваются, как им хочется. Я имею в виду, что никто не сделает вам замечание, если человек в юбке или на нем хиджаб. Здесь каждый свободен, потому что в турецкой культуре у нас именно так. Мы не можем стыдить кого-либо, православный ли вы, или еврей, или другой какой веры. И давайте поговорим про отели. В Стамбуле очень много отелей, мы видим это. Пожалуйста, поведайте нам и нашим подписчикам, в каких районах и как лучше всего выбирать отели. Во-первых, конечно, хотел бы порекомендовать мой отель, ПМБ отель, который стал вашим первым отелем. Сначала на 3-4 ночи забронировали через Booking, а потом остались еще на 13 дней. У нас есть ежедневный клининг. И Smart TV, очень быстрый интернет. И, в общем, люди выбирают нас из-за расположения, потому что мой отель всего в 5 минутах от мечети Айя София и Голубой мечети, Гранд-Базара. Здесь очень хорошее место, это старый город. Итак, как я обычно делаю, когда выезжаю куда-то? Перед тем, как приехать, нужно выбрать место расположения. Например, ваши подписчики, кто собирается в Турцию или в другую страну, во-первых, им нужно выбрать локацию, потом выбрать цену, конечно, и отзывы. Им нужно посмотреть отзывы, потому что некоторые сервисы используют их, например, Booking, Expedia, Hotels.com и другие. Другие сервисы по поиску жилья. Но некоторые, конечно, я не хочу пристыдить никого, но некоторые делают неправдоподобные фотографии отелей. Бывает, что люди выбирают номер в отеле, и когда они приезжают, они говорят, что хотят сначала посмотреть комнату, потому что у них уже был плохой опыт. Итак, когда люди выбирают отели, им нужно обратить внимание на расположение, далее отзывы и, конечно, цены. Я думаю, это все. Да, мы были в вашем отеле, и я хочу сказать, что здесь хороший интернет. Это очень важно. Да, наш интернет особенный, потому что я плачу за него большие деньги. И на всех этажах есть общий доступ в интернет. Мы не используем один модем на все здание. Нет, у меня здесь 9 комнат, и все они используют одинаково быстрый интернет. Это очень важно, потому что интернет быстрый и без разрывов. Это очень важно для меня и для всех людей, которые работают в интернете. Это 90% людей. Да. Да, точно. Люди, приехавшие из России, путешествуют и работают одновременно. Поэтому, когда я общаюсь со своими клиентами, они говорят, что прочитали отзывы, что у вас очень быстрый интернет. И они приходят
тестируют связь, и после этого они соглашаются. Также преимущество моего отеля — цена. Она лучше, чем в других отелях поблизости. У моего отеля хорошие цены и персонал. Мы с моим сыном можем говорить на многих языках. И мы не просто встречаем людей, не просто заселяем и выселяем. Нет, мы не только это делаем. Мы заботимся о них, когда им нужно, например, в больницу. И когда им понадобится неотложная помощь, и когда им нужно будет купить лекарства, когда им нужно будет помочь, например, подсказать популярные места, Гранд-базар, туристические места. Но когда они, наши клиенты, говорят нам, что им нужно что-то купить, то я, зная самые дешевые места, возьму на себя это. Я приведу их в места с наиболее низкими ценами. Почему я привожу их? Потому что если я не пойду с ними, то они купят вещи по туристическим ценам. Но когда я иду вместе с ними, то продавцы не смогут продавать по высокой цене, как туристам, потому что я знаю, где дешево и где дорого. Так что наше преимущество не только в уборке. Вашим подписчикам следует быть осторожным, прежде чем они выберут отель. Важен персонал отеля, расположение и отзывы. Отзывы очень-очень важны, поэтому они должны уделить этому внимание. Отзывы — это 90%, конечно, не 100%, но в 90% отзывов люди пишут правду. Спасибо за плодотворную беседу, и мы желаем вам удачи. Добро пожаловать. Буду рад видеть вас и всех ваших подписчиков, и людей из России, планирующих переехать сюда. Мы будем очень рады приветствовать их. Если вы собираетесь здесь жить, посмотрите в эту сторону, например, парк. С левой стороны, другая сторона отличается. Там тоже есть парк. В этом месте все дома османские. Старые, двухэтажные, трехэтажные, самые высокие. В 5 минутах пешком отсюда море. И все музеи находятся в 5 минутах ходьбы. Также, несмотря на то, что мы не идеально говорим по-русски, но я или мой сын, мы можем, когда они обращаются к нам, перевести и ответить им в течение 5 минут. Может быть 6-10 минут. У нас очень быстрая обратная связь. Очень хорошо, превосходно. Спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо. Приятно познакомиться. Надеюсь увидеть вас и ваших подписчиков. Приезжайте. Рядом с отелем, где мы жили, был уютный ресторанчик, куда мы заглядывали несколько раз на завтрак. Здесь работает очень добродушный и приятный парень Джохан, всегда улыбчивый и радушный. С ним мы тоже решили побеседовать о жизни в Стамбуле. Я Костя, а как вас зовут? Меня зовут Джохан, рад видеть вас. Рад знакомству. Мы рады побывать в Стамбуле и увидеть прекрасный город и ваше кафе Blue Bottle. Оно очень хорошее. Большое спасибо. Я слышала, вы знаете несколько русских слов. А откуда вы знаете эти слова русские? Где вы учили их? Вы учили их? Да. Где? Вы знаете, я плохо говорю по-английски. Я хочу сказать, но не могу, извините. Вы знаете несколько русских слов? Вы знаете русские слова? Русские слова? Вы знаете русские слова? Русские люди? Я знаю русских людей. Как много людей из России здесь? В Турции очень много, очень много, очень много русских здесь. У меня раньше была девушка из России. Хорошие девушки. Но наши отношения с ней закончились. Мне нравятся русские люди. Мне нравитесь вы. Мне нравишься ты и она. Да, вы мне нравитесь. Спасибо. У нас есть несколько вопросов о ресторанах.
А цены сейчас намного выше, чем в прошлом году. Yeah. Почему? Здесь очень дорого, Very expensive. Дороже, чем раньше. чем в других ресторанах. Нет, нет, по сравнению с прошлым годом. В прошлом году мы были в Турции. Было дешево, а сейчас дорого. Почему, вы знаете? Я не знаю. Really. Например, сейчас стоит 400 турецких лир, а в прошлом году Yes, И да, я понял, вы спрашиваете меня, почему. Я не знаю, люди разные. Некоторые хотят больше денег, а мне нужно немного. Люди будут счастливы прийти ко мне второй раз, в мой ресторан снова. Так же, как вы, например. Теперь вы мои друзья. Когда вам нужна будет помощь, я помогу вам, потому что я вас уже знаю, а вы знаете меня. Хорошо. А что насчет цен на одежду? Например, футболка. Сейчас она дороже в Стамбуле. Почему? Почему? А в прошлом году она была дешевле. Сейчас все стоит больше денег. Даже iPhone дороже. Это тоже дороже. Все подорожало. Продукция Apple очень дорогая здесь. Да, конечно. Посмотрите на мой iPhone. На нем разбито стекло. Вот смотрите. Да, да. У меня нет денег, чтобы его починить, потому что я здесь мало зарабатываю. Работаю по 10 часов. По 10 часов в день. И зарабатываю в день всего 500 турецких лир. 500 лир. 500 лир? 500 лир, да-да. Хорошо. А следующий вопрос о турках. Как они проводят выходные? Не понял? Что вы обычно делаете по выходным? Как вы отдыхаете? Я? Ну, например, вы и другие местные жители. У нас есть примерно 8 часов на отдых после работы, когда я прихожу домой. Когда я живу здесь, может быть, 1 или 2 часа уходит на дорогу, на метро или трамвай. Когда я прихожу на работу, перед этим я иду 2 часа до метро. Хорошо, что вы делаете, когда вы освобождаетесь от работы? Как вы проводите время? Например, может быть, идете в парк или в кино? Я? Нет, никакого кино. Никаких вечеринок, я иду домой и сплю, потому что я очень устаю. Мы видели много людей, лежащих на траве. Они так отдыхают? Здесь или в другом месте? Другие люди. Когда вы здесь гуляете, вы видите спящих людей. Почему, спрашиваете вы? Они отдыхают? Конечно, вам нужно отдыхать, если у вас нет дома. Нет, нет, они не бездомные, а просто лежат. Почему? Отдыхают? Да, может быть. Хорошо, и последний вопрос. Что бы вы сказали, обращаясь к людям, к россиянам, например, кто собирается посетить ваш ресторан? Повторите еще раз, пожалуйста. Скажите что-нибудь для наших друзей из России. Кто собирается поехать в Стамбул? Для тех, кто собирается приехать в ваш город. Это русские люди? Да, это могут быть, например, наши соседи. Или наши друзья, которые хотят приехать к вам. Извините, я вас не понимаю. Хорошо. Скажите несколько слов нашим подписчикам. Наши подписчики, зрители, кто посмотрит это видео. Это хорошо. Рассказать о чем? О чем-нибудь необычном. Когда человек подрастает, ему исполняется 7 лет, он идет в школу. После школы, и если ему нужна работа, он идет работать. После того, как ему исполняется 20 лет, он идет в армию. В армию на 1 год, а после этого идет работать. Если у него есть деньги, он женится.
Все всегда идет таким образом. Хорошо. В Турции это нормально. Это же не Европа. Турция — это Европа или Азия? Как вы думаете, все-таки Европа или Азия? Европа. Европа, не Азия. Может быть, Азия. Я не знаю Азию. Я не знаю Европу. Хорошо, Европа так Европа. Спасибо за интервью. Я желаю вам удачи. Спасибо. Мы приедем к вам, может быть, в следующем году. Отпуск закончился? Да, завтра закончится. Серьезно? Да, завтра. Если хотите, могу оставить вам свои контакты. Да, хорошо. Вы очень интересный собеседник. Вы моя сестра. Вы все моя семья. Я люблю вас и вас. Когда вы приедете снова, ни о чем можете не переживать. Только, как вы видите, я не говорю по-английски. Все хорошо, ваш английский хороший. Жизнь в Стамбуле, конечно, очень динамичная. Большое количество машин, байков, людей, активная деятельность и днем, и ночью. Привыкли ли сами местные к такому темпу и когда они отдыхают, мы узнали у Эмина. Как вас зовут? Я Эмин. Эмин? Да. Меня зовут Костя. Один вопрос. Здесь так много машин, шумных машин и высокий темп города. Вам нравится, когда здесь шумно? Нет, мне не нравится. Мне не нравится, потому что турки слишком много стрессуют, не любят ждать. Если движение плотное, если нужно подождать всего 3-4 секунды, они начинают сигналить. Да. Большая проблема. Большая проблема? Да. Турецкая жизнь очень напряженная. Каждый день один и тот же сценарий. В каждом районе так? Да, примерно так же. Но именно это место туристическое, здесь много машин. Слишком большое скопление. Обычно люди очень много времени проводят за рулем. Это опасно. Отсюда слишком опасное вождение. Сейчас у меня все в порядке, потому что я большую часть времени живу здесь. Сейчас для меня вполне нормально. Я привык к этому. Другой вопрос. Как вы отдыхаете в ваши выходные? От этого шума у вас же есть выходные? Отдыхаем обычно в воскресенье. Воскресенье? Да. Если ты работаешь в школе или другой компании, обычно в выходной воскресенье. Как Европа. Европа? Да, европейская система. Не как арабская страна. Вы знаете, как в арабских странах? Выходной пятница, но в Турции воскресенье. Спасибо большое. Thank you Спасибо very вам much. большое. Держи мой телефон. Спасибо большое. Спасибо. Bye-bye. Пока-пока. На этой прекрасной ноте мы попрощались не только с героями нашего выпуска, а также со Стамбулом и отправились в аэропорт. Кто это у нас здесь? Машинка. Едем по трассе. Мы выехали из отеля 2 часа назад. Доехали до аэропорта, уже прошли таможню, как-то паспортный контроль. И теперь вот мы в одной кофейне кушаем, пьем кофе. Нам уже и так жарко, а мы еще пьем кофе. Вообще мы Очень молодцы. хорошо. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно пишите в комментариях, о чем бы вам интересно еще было узнать с точки зрения именно информативного выпуска. И мы обязательно все это изучим, посмотрим и снимем вам полезные ролики. Как мы добрались до Батуми, узнаете скоро. Aman coba.